Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами 21 декабря, в четверг. И вы знаете, сегодня достаточно сильный по своей энергетике день. Да и не только сильный. Сегодня, друзья, у нас с вами денежный четверг. Сегодня очень много интересных событий будет происходить. Кроме того, помните, что в ночь с 21 на 22 декабря нас с вами ожидает день зимнего солнцестояния, а значит, в ближайшие дни у нас с вами энергетика будет достаточно сильная, поэтому обязательно просите и обязательно вы найдете путь, способ, с помощью которого вы сможете и привлечь, и добиться тех мыслимых и немыслимых благ в своей жизни. Итак, друзья, давайте обращаем ваше внимание, что сегодня обязательно проведите практику с денежной цифрой. Она поможет вам в привлечении изобилия, достатка и благополучия. Давайте, друзья, далее все более подробно будем разбираться в этом видео. Итак, друзья, сегодня 21 декабря, сегодня у нас с вами четверг. Обращаем ваше внимание, что у нас сегодня с вами 9 и 10 лунные сутки. Сегодня у нас с вами растущая луна в знаке зодиака Овен. Итак, давайте разбираться, друзья, и смотреть, что же нам этот день обещает и что он нам несет. Вообще сегодня очень прекрасный, замечательный день. Даже если вы думаете, что у вас что-то не получается или вы считаете, что в вашей жизни что-то не так, помните о том, что вы обязательно сегодня получите в виде подсказки, в виде каких-то знаков, какие-то очень важные для себя знаки. Возможно, сегодня вы поймете, в каком направлении вам нужно двигаться. Возможно, вы давно работаете в одной компании, и знаете, вот приходит именно осознание, понимание того, что все, пора менять. Возможно, это будет связано и с отношениями, которыми пора, возможно, вам обнулить или, возможно, посмотреть под другим углом. У каждого это будет своя ситуация, но помните, по энергетике сегодня и 22 декабря достаточно мощные дни, поэтому обязательно пользуйтесь вот именно такими днями. Вы же знаете, что они не каждый день бывают, а энергетика этого дня, она будет достаточно такая вот сильная и при этом в созидающем русле. Возможно, возьмите, запишите те мысли, те желания, которые у вас есть, и, возможно, вы бы хотели, чтобы они проявились в вашей жизни. Помните о том, что все возможно, только нужно немножечко поработать, постараться и сделать. Также сегодняшний день очень благоприятен для разнообразных начинаний и созидательных процессов. Поэтому, если вы долго думали о том, чтобы что-то сделать, какие-то изменения, то сегодня именно тот день, когда вам обязательно это нужно сделать. Также сегодня вы можете смело браться за все новое. Ну, например, возможно, вы хотели в этот день переехать, возможно, вы хотели что-то начать новое, возможно, у вас есть хобби, которое вы с большим удовольствием любите делать, возможно, вы умеете кроить, шить, возможно, вязать, возможно, вы хороший программист, только вы себя зарыли свой талант, не стоит этого делать, и вы сегодня вот можете раскрыться вот именно как человек своего дела. Да, нужно взять себя за шкирку, возможно, и начать двигаться именно в том направлении. Также обращаем ваше внимание, сегодня хороший день как для отдыха, так и для активной жизни. Поэтому, если вы сегодня в первой половине дня вот до 17 часов, до 18 часов хорошо поработаете, то знаете, что уже и в вечернее время вы сможете действительно привлечь в свою жизнь вот то, что вам действительно важно и нужно. Правда, сегодня у людей некоторых будут излишки энергии, это нормально состояние, и здесь очень важно, чтобы вы направили это все в доброе созидающее русло. Возможно, вы замечали, возможно, вы даже не могли ответить себе на вопрос, почему бывают такие дни, что человека прямо коробит, он хочет с кем-то ругаться, спорить, что-то доказывать. Знаете, такое впечатление, что вот у него наполненная чаша, и вот он хочет хотя бы как-то разлить вот эту жидкость, потому что ему нужна вот эта энергия, эта подпитка.
не знает, куда ее деть. Поэтому подумайте. Возможно, сегодня в вечернее время сходите в спортзал. Возможно, пройдитесь по свежему воздуху. В общем, придумайте для себя то дело, чтобы энергетика ваша была в балансе. Это очень важно. Кроме того, обращаем ваше внимание, что касательно бизнеса, что касательно денег, знаете, сегодня один из самых удачных дней этого месяца для бизнеса, для привлечения денег, для переговоров, для подписания любых контрактов, потому что сегодня легко люди идут на контакт и легко происходят те или иные события. Также, если вам нужно, обязательно сегодня нужно торговать, сегодня нужно покупать. Также сегодня же день хорош для решения любых финансовых вопросов. Вы можете даже ожидать денежные поступления. Также сегодня подходящий день для смены направления деятельности, поэтому, возможно, вам пора перейти на другую работу, возможно, вам пора начать работать на себя, возможно, у вас есть какая-то работа, которую вы должны делать в объединении. Делайте. Даже если у вас на работе есть люди, которые, знаете, вот любят позлиться, любят какие-то гадости сделать, пакости. Ни в коем случае не обращайте на них внимания, игнорируйте. Почему? Потому что они вот вас пытаются зацепить и сделать вам, привнести в вашу жизнь какой-то хаос. Поэтому в вашем случае ни в коем случае этого нельзя делать. Только принимайте все с любовью и только несите любовь. Просто нужно таким людям улыбаться и стараться, знаете, из их минуса сделать плюс. Помните о том, что это ваши учителя, друзья, в первую очередь. Как бы это банально ни звучало, но благодаря вот таким негативным людям, да, завистливым людям, человек начинает осознавать и понимать, как, что не нужно делать, к чему нужно идти, что нужно делать и так далее. Также обращаем ваше внимание, если вы сегодня с кем-то в не очень хороших отношениях, миритесь, договаривайтесь, обсуждайте и вообще переставайте иметь потребительское отношение как к себе, так и другим людям. Помните о том, что каждый из нас творец, каждый из нас архитектор своей жизни. Здесь очень важно, чтобы вы находились в энергии созидания, в энергии творения. Также обращаем ваше внимание, сегодня хорошо встречаться, общаться, потому что это будет приносить радость, это будет приносить какое-то, вы знаете, умиротворение, спокойствие. Но, конечно, нужно общаться с теми людьми, которых вы любите, которых вы цените. Также обращаем ваше внимание, что сегодня люди могут делать какие-то интересные подарки, удивлять как-то. Если в вашем окружении есть такое, обязательно принимайте, обязательно радуйтесь и обязательно благодарите. В том числе не забывайте благодарить высшие силы, ангела-хранителя своего. Что же касательно здоровья, то знаете, что сегодня даже у больных достаточно сильно людей улучшается самочувствие. Сегодня противопоказаны голодания, строгие диеты. Также необходимо пить больше жидкости, это отвары, а вот соки могут оказать целебное воздействие на организм. Также сегодня рекомендуется как вариант посещения бани или сауны, но опять же, если вам это можно, потому что есть люди, которым баня, сауна противопоказана. Ну а если вы не знаете, что это такое, возьмите сегодня, например, удивите свое тело и попробуйте. Не нужно прямо переусердствовать, но все же можно попробовать объединиться со своими друзьями, знакомыми, близкими людьми. Думаем, что в вашем окружении есть люди, которые любят ходить в баню или в сауну. Также обращаем ваше внимание, если в этот день у вас болят кости груди или подреберья, это говорит о ваших внутренних проблемах. Обратите на это особое внимание. Что касательно стрижки волос, то сегодня посещать парикмахерскую все-таки не рекомендуется. Стрижка волос в этот день угрожает здоровью и общему физическому состоянию. Также сегодня, девочки и мальчики, хорошо обращаться к своему роду, просить о помощи, просить о поддержке. Также если вам постоянно кто-то приходит из близких людей, которых нет в материальном мире, возможно, нужно в ближайшую субботу пойти и заказать именно в церковь 40 за упокой и как вариант раздать какие-то булочки, конфеты, сладости именно другим людям. Желательно, конечно, это сделать деткам. Вспомните, что любили ваши близкие, родные люди, которых нет в материальном
материальном мире и просто раздайте от чистого сердца. То когда будете давать в субботу, обязательно скажите за кого, чтобы человек, когда он будет первый раз вкушать, обязательно назвал имя того человека, за кого вы ставите. Это так вам на будущее. Обращайте на это внимание. Также сегодня хорошо быть со своей семьей, с родными, с близкими людьми, вспоминать какие-то хорошие моменты. Также приглашайте и родственников, или вы ходите к своим друзьям и знакомым. Также, если у вас дома есть какой-то конфликт, какие-то размолвки, то постарайтесь сегодня решить эти моменты. Вообще, сегодня, друзья, очень хороший день, если мы говорим с вами о работе, если мы говорим сегодня о карьере, потому что сегодняшний день благоприятен и для контактов с начальством, вышестоящим руководством. Также сегодня хорошо менять место работы, все у вас будет легко достаточно получаться. Также сегодня можно проводить и любые операции с недвижимостью. Так что пробуйте, делайте, и вы знаете, у вас обязательно все получится. Что же, друзья, касается зачатия, то сегодня благоприятный день для зачатия. Ни в коем случае сегодня не занимаемся перегрузками, то есть спорт это, конечно, хорошо, но если вы решили сегодня побить все рекорды, то этого делать в этот день не стоит, потому что энергии много, и вот эти перегрузки, они могут оказать на ваше состояние не очень хорошая ситуация. Также сегодняшний день можно полностью посвятить домашним делам, и, кстати, удачные сегодня дела, которые связаны с созиданием, с творением, обратите на это особое внимание. Также в этот день снятся, как правило, яркие, приятные сны, но они, к сожалению, как правило, не сбываются. Далее, друзья, что касательно карты от Архангела Михаила, вы знаете, на этот день, 21 декабря, выпала уникальная карта, которая звучит следующим образом, что благоприятный исход и результат вас ожидает. То есть о чем эта карта говорит? То есть в какой бы ситуации, в каком моменте вы сегодня не находились, который вас беспокоит, который вас тревожит, возможно, вам что-то не нравится, вы знаете, это все разрешится, при этом это все разрешится достаточно честно, правильно и справедливо, и все будут при этом довольны, все стороны будут довольны результатом. Да, возможно, вы на данном этапе не видите, как вам нужно поступить, что вам нужно сделать, но вы знаете, решение оно придет, оно рядом уже с вами, оно близко, просто не спешите. Вы знаете, недаром говорят, что поспешишь, людей насмешишь. Так вот, сегодня этого вот касательно это каких-то ваших ситуаций не стоит делать. Не спешите, знаете, надо поступать иногда с мудростью, без каких-либо эмоций, потому что это будет, возможно, тяжело. Также обращаем ваше внимание, если вы сегодня хотите проявлять гнев, зависть, агрессию, то не стоит этого делать. Почему? Потому что этот негатив, вы, знаете, как вирус, его вокруг себя рассыпаете, бросаете, и потом вам придется это собирать. И, знаете, как бы есть время, когда разбрасывать камни, и да, есть время, когда их нужно собирать. И вот здесь очень важно все-таки все правильно сделать. Также постарайтесь сегодня больше доверять себе, доверять своему сердцу, высшим силам. Даже если вы видите, что ситуация какая-то патовая, у вас что-то не получается по разным причинам, доверьтесь Богу, доверьтесь высшим силам, и у вас обязательно все пройдет чудесно. Далее, друзья, хотим вам дать молитву, которую рекомендуем вам прочитать в этот день, 21 декабря. Она звучит следующим образом. Спасибо тебе за чудесное разрешение ситуации, которая удовлетворила бы всех. Спасибо тебе, Архангел Михаил, что поддерживаешь мою веру и доверие. Ну и как мы, друзья, сказали, сегодня самый денежный день, наверное, даже этого 2023 года. Поэтому очень важно сегодня заложить фундамент уже на 2024 год. Поэтому, друзья, обязательно сегодня в любое время проведите одну простую практику. Вам понадобится буквально ручка, фломастер, можно карандаш, можно даже краски, если вы красиво рисуете, и подумайте о том, что бы вы хотели привлечь. То есть, например, у вас есть определенная цель, и вы знаете ее денежную стоимость. После этого, когда вы продумали, можете написать эту цифру на запястье своей руки. Вы можете написать на бумаге, вы можете написать в кошельке,
в уголку с правой стороны внизу, где вам будет удобно, циферку 8. Именно цифру 8, никакие другие. И скажите следующие слова. В бесконечное движение деньги запускаю, изобилие и достаток приумножаю. Истинно да будет так. Нарисовали, сделали, после этого отпустили во Вселенную, и там пусть дальше, как говорится, работает на вас. Вот такой, друзья, у нас с вами сегодня замечательный, чудесный, великолепный день. Все готовимся к ночи зимнего солнцестояния. Надеемся, вам поможет этот день открыть какие-то новые возможности, новые грани. Прислушивайтесь к своему сердцу, обязательно вам подскажет и даже направит вас на что-то новое, важное и интересное. Не бойтесь тех озарений, которые могут приходить в вашу жизнь. Друзья, прямо сейчас в комментариях напишите слово «деньги», и обязательно прямо сейчас на экране увидите 2 всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Это следующие видео, которые вам обязательно нужно посмотреть. Подумайте на интуитивном уровне, какое видео вам больше интересно, и смотрите. Всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.